Сегодня поговорим об Алёше, охотнике из Снежной, который на первый взгляд кажется обычным добрым парнем с винтовкой и верным псом. Жители Сретоморозска знают его как отличного охотника. Он умеет находить добычу даже в сильную метель. Прекрасно стреляет и не раз спасал людей от монстров. Его называют смелым, добрым и честным человеком. Но за этой простой жизнью скрывается довольно тяжелая история. Алёша рано узнал, насколько жестокий может быть мир Снежный. Он потерял привычную жизнь, был вынужден заниматься преступлениями, а позже стал участником тайной организации Рокот. И главное, все это время он пытался понять, какой должна стать Снежная после того, как проект Стужа будет остановлен. Снежное имя Алёша считается очень популярным. Это связано не с подвигами какого-то знаменитого охотника, а со смыслом самого имени. Родители хотят, чтобы их дети были смелыми, добрыми и невинными. Но жизнь самого Алёши совсем не соответствовала этим пожеланиям. Когда он был ребенком, его мечта была довольно простой. Алёша хотел научиться ремеслу своего отца и стать охотником. Он надеялся, что когда станет достаточно взрослым, отец передаст ему свою лучшую винтовку, и Алёша сможет самостоятельно добывать пищу для семьи. Но именно в этот период Снежная столкнулась с особой тяжелой зимой. Для простых семей это означало рост цен, уменьшение заработка и постоянную борьбу за выживание. Семья Алёши тоже оказалась в тяжелом положении. Его отец пытался обеспечить семью, но однажды в их деревню Алатырь пришла группа бандитов. Они грабили местных жителей и забирали все, что могли. Семья Алёши тоже стала их жертвой. Для мальчика это стало моментом, после которого его жизнь полностью изменилась. Он понял, что просто быть добрым недостаточно. В мире, где люди готовы убивать ради еды и денег, доброта сама по себе не может защищать семью. Алёша решил использовать то, чему научился у отца. И впервые его целью стал не зверь. Алёша отправился за бандитами. Он нашел их и вступил с ними в бой. Это был первый случай, когда он использовал свои навыки охотника против людей. Алёша убил бандитов и вернулся с украденными вещами. Но очень быстро он понял, что это не решило главную проблему. У бандитов практически не было денег. Получалось, что он рисковал жизнью, чтобы вернуть своей семье то, что у него уже было. Кроме того, семья теперь столкнулась с огромными расходами на лечение, а работать нормально не могли уже несколько человек. Алёша понял одну важную вещь. Его отец не просто так учил его считать деньги и взвешивать зерно. Охота была важной частью жизни, но выживание семьи зависело еще и от того, насколько правильно ты можешь распоряжаться тем, что у тебя есть. Теперь каждый его выстрел имел значение. Каждый день он должен был думать о том, что принести домой. И тогда Алёша решился на то, на что в нормальной ситуации никто бы не пошел. Алёша стал работать вместе с другими людьми, которые занимались грабежами. Но он поставил одно условие. Они будут охотиться только на тех, кто сам представляет опасность. Безоружных людей, обычных торговцев и путешественников трогать нельзя. Они называли таких людей птицами, а вооруженных и преступников и бандитов называли зверями. Алёша объяснил это очень просто. Если они будут грабить бандитов, то фактически преступники будут забирать деньги друг у друга. А значит, их деятельность не привлечет внимание дружины. Так появилась первая группа охотников в Алатыре. Но Алёша сразу понимал, насколько опасна эта идея. Он хотел использовать преступный мир только как временный способ заработать деньги и обеспечить семью. Однако люди рядом с ним думали иначе. Они увидели возможность заработать и постепенно начали забывать о правилах. Именно этого Алёша и боялся. Постепенно Алёша понял, что созданная им система начинает разрушаться. Эти люди действительно могли добывать еду и деньги для своих семей, но вместе с этим в них росла жадность. Им становилось мало того, что они получали. Затем появился проект Стужа. Из-за экономических проблем все больше люди пытались найти способ заработать или покинуть Снежную. Некоторые пытались пойти через опасную территорию в сторону Нот-края, которые считались местом, где можно начать новую жизнь. Именно на этих путях находились люди из Алатыря. Они увидели множество беззащитных людей и постепенно начали воспринимать их как легкую добычу. То, что Алёша когда-то пытался ограничить строгими правилами, начало превращаться в обычный бандитизм. И теперь Алёша оказался в необычном положении. Он сам создал группу, которую теперь должен был контролировать.
Ему пришлось стать для этих людей своеобразным ограничением. Он продолжал следить за тем, чтобы они не трогали безоружных. Но теперь ему приходилось удерживать от преступлений тех людей, которые он сам когда-то привлек к этому делу. Именно в этот период рядом с Алешей появился Тугарин. Это маленький щенок, которого Алеша нашел в снегу. Для обычного человека уже сама Снежная была почти смертельной средой. Для маленькой собаки ситуация была еще хуже. Тугарин был брошен и практически не имел шансов выжить. Алеша не мог просто пройти мимо. У него оставались только 2 сосиски. Он отдал их щенку, а затем забрал его с собой. Так Тугарин стал его постоянным спутником. И это много говорит о характере Алеши. Несмотря на все преступления, которые ему пришлось совершить, он не стал человеком без чувств. Он по-прежнему хотел защищать тех, кто не мог защищать себя самого. Тугарин стал для него не просто охотничьей собакой. Он стал напоминанием о том, ради чего Алеша вообще продолжал бороться. Со временем судьба Алеши изменилась. Он оказался связан с Рокотом, тайной организацией, участники которой борются против продолжения проекта Стужа и помогают обычным жителям Снежной. Особенность Рокота заключается в том, что его участники не обязательно знают настоящие личности друг друга. Каждый действует самостоятельно, используя псевдонимы и тайные связи. Алеша тоже стал частью этой организации. Для него это было важно по одной причине. Он уже давно понимал, что проблема Снежной не заключается только в отдельных бандитах или преступниках. Если люди готовы идти на преступления ради еды, значит проблема гораздо глубже. Нужно изменить условия, в которых они живут. Именно поэтому борьба с проектом Стужей для Алеши была не просто политическим вопросом. Он хотел, чтобы после окончания снегопадов у жителей Снежной появилась возможность жить нормальной жизнью. Через Рокот Алеша впервые получил возможность попасть в Снежноград. До этого его жизнь в основном проходила среди снегов, охоты, оружия и постоянной борьбы за выживание. А теперь он увидел совершенно другой мир. Балет, опера, большие здания, теплые помещения, сложные механизмы и множество вещей, о существовании которых он раньше даже не подозревал. Для человека, который привык решать проблемы при помощи винтовки, это было практически открытым новым миром. Но самым неожиданным для него оказалось не театр и даже не огромные механизмы, а карточная игра «Священный призыв семерых». Алеша неожиданно заинтересовался ей. Сначала он относился к игре довольно скептически, особенно потому, что она требовала много расчетов, но со временем именно математика начала его увлекать. Алеша никогда не получил хорошего образования и в детстве не любил читать. Теперь же он мог проводить часы за карточной партией, пытаясь понять стратегии других игроков. И именно благодаря игре он познакомился с Мединцевым. Мединцев был молодым торговцем и много рассказывал Алёше о своих путешествиях. Он побывал в Манштате и рассказывал о таверне Кошкин Хвост, лучших игроках в карты, рыцарях Орда Фавониус и свободе, которая чувствуется в этой стране. Для Мединцева это была обычная история путешествия, но для Алёши она оказалась гораздо важнее. До этого он почти не представлял, какой может быть жизнь за пределами Снежной. Мединцев рассказал ему о своих планах разбогатеть и получить контроль над семейным бизнесом. Но Алеша задал ему простой вопрос: что он собирается делать после того, как добьется своей цели. Мединцев не мог сразу ответить, и Алеша понял, что сам находится в точно такой же ситуации. Он много лет думал только о том, как пережить зиму. Он хотел остановить проект Стужа, хотел помочь своим людям, хотел накормить семью. Но что будет потом? Какой должен стать Снежная после того, когда снег растает? Ответа у него пока не был. Он хотел увидеть страну, где живут люди в тепле и свободе, и понять, что из этого опыта можно использовать для будущего Снежной.